Всем привет! Ну что ж, вот и наступило лето. У всех сезон отпусков. Кто куда разъезжается, кто где проводит свое время. Все по опросам моих друзей в разных местах, в разных направлениях. Напишите, куда поехали отдыхать вы. Мы решили поехать в Черногорию на 3 недели. Я поснимаю, расскажу, что как. Подегустируем Черногорию вместе. Никогда не была в этой стране. Очень интересно. Смотрела очень много хороших отзывов, интересных программ и передач. Но, конечно, нужно все это делить, наверное, на 2, на 3, потому что у каждого человека восприятие действительности разное. Сегодня будет такой предотпускной влог, потому что буквально через несколько дней мы уже стартуем в теплые края. Да, Армения – это очень южная, теплая, солнечная страна. К сожалению, здесь нет моря. И в поисках моря мы направляемся в Черногорию. В этом блоге я собрала несколько эпизодов, которые не вошли в предыдущие. Потому что я не знала, куда их вставлять, в канву какого повествования, но и исключать эти снятые видеообзоры вообще, в принципе, из поля зрения мне не хочется. И первое, о чем я расскажу, это о том, как проходил розыгрыш купонов, которые давались в Ереван-Сити за покупку на определенное количество драм за месяц. Эти купоны должны были разыгрываться в один из дней. Это была суббота в Мегамоле. И, конечно же, в субботу, как и все люди, но большинство точно, которые решили принять участие в розыгрыше, мы поехали на розыгрыш. И вот так он выглядел. Сегодня целый час ехали из дома до Мегамола, потому что здесь проходит розыгрыш крупный. Сегодня разыгрывается автомобиль. Нужно было сделать суммарно покупку за месяц на 90 тысяч драм в Ереван-Сити. И вот сегодня будут разыгрывать разные призы, но самое главное — это автомобили. Вот очень много людей идут на розыгрыш. Мы просто идем, куда все идут. В клейте написано было: на парковку надо идти. Вот мы идем на парковку, собственно говоря. Я так замерзла в машине от кондиционера. Так нормально, мощно работал. С одной стороны, хорошо, когда водители включают, не жалеют, а с другой стороны, так иногда подзадувает. Шли вперед, ну да. Вот мы уже видим, что там люди стоят. Интересно, там какой-то концерт, может быть, будет, или что-то такое, или просто все ждут розыгрыш. Некоторые уже обратно возвращаются.
Ну, в общем, не стали мы стоять в этой огромной непонятной очереди в толпе. Тем более, что не видна ни сцена, микрофона вообще нет, ничего не слышно. Экрана никакого нет, чтобы показывал цифры выигрышных билетов. По мне, так организация на самом низком уровне, которая только может быть. Очень многие люди приехали вовремя к 2. Было видно, что устали. Уже просто уходили, чтобы где-нибудь присесть. Мы опоздали на полчаса, потому что пробки были жуткие в сторону Мегамола. Вот. Мы думали, сейчас приедем, уже все закончится. Но оно там даже еще и не начиналось. Ну что, друзья, сказать, что я в шоке, это ничего не сказать. Не было даже человека, вот волонтера, который бы регулировал количество, ну не то что количество людей, а направление людей, толпы. Все-таки там было очень много людей, и мне кажется, что должны быть такие люди, которые помогают управлять, подсказывать, куда проходить, потому что иначе можно ходить на самом деле по головам. Не хватало экрана, потому что было непонятно, когда старт розыгрыша или отчет до розыгрыша, и кто вытягивал билеты. Вообще было ничего непонятно. Может быть, мы подошли не с той стороны, но навряд ли, потому что все люди шли туда, и мы шли за людьми. То есть не было какого-то большого перформанса, никакой сцены, никакого помоста, так сказать, на котором стоял бы человек и разыгрывал подарки. И не было трансляции никакой, то есть хотя бы трансляцию выводили в торговый центр или в YouTube, показывали номерки, которые выигрывают, но нет. Мы уезжаем, мы расстроены с этого розыгрыша, потому что было все непонятно. Поедем сейчас на винный фестиваль, поднимем там себе настроение. Надеюсь, что к нам такси будет ехать не так долго. Здесь сегодня просто ажиотаж из машин, парковки, я так понимаю, закрыты из-за мероприятия, на котором было ничего не понятно. Я даже не понимала, началось оно или не началось, и люди все подходят, хотя уже, мне кажется, сколько там времени? Ну, уже практически 4 часа, 16:00, а вроде старт розыгрыша должен был быть 14:00. Все как-то хаотично, никакой трансляции не было, никаких экранов, ни публикации каких-то результатов розыгрыша. Интересно, он начался или еще нет. Мы походили по Мегамолу, посмотрели компьютерный стул, что-то ничего не выбрали. Завтра поедем в другое место, поищем компьютерный стул. А сейчас просто хочется от такого разочарования поехать на фестиваль. Сегодня последний день фестиваля «Винные дни» в Ереване. В прошлом году нам очень понравился, в этом году, думаю, не хуже, чем в прошлом. Так что ждем машину, надеюсь, скоро стартанем. А то дождь начинает капать. Ну, в общем, по итогу, что хочу сказать. Идея в целом прекрасная, проводить розыгрыши. Но я так и не поняла, где была концертная площадка или вот этот лототрон, ну, то есть как доставались билетики. То есть в моем понимании, раз это событие, на которое нужно ехать, а это было именно событие, ну, то есть были флаеры, были как бы приглашения нарисованы такие в каталоге, что вот приходите такого-то числа туда-то на парковку, будет розыгрыш. Я не видела ни как этот розыгрыш по итогу происходил, я ничего не слышала, то есть у меня было ощущение, что все-таки кто-то где-то должен был говорить в микрофон. Но я ничего не услышала, либо они перенесли время розыгрыша, но тогда нужно было, наверное, как-то об этом известить в СМСке. В общем, я ничего не поняла, мы ничего не поняли, оба. И, короче, решили, ну и ладно, короче. И ничего страшного, раз нам ничего не понятно, значит, не будем участвовать больше в таких мероприятиях. И поехали после этого на винный фестиваль. Ну, а ролик с винного фестиваля вы уже видели. Если не видели, то переходите в мои видео и посмотрите. Винный фестиваль был просто потрясающий, просто потрясающий. У нас там сразу улучшилось настроение. Мы пообщались с очень многими представителями виноделин. И, конечно же, армянское вино – это одно из вообще самых вкусных вин в мире. Вообще просто, на самом деле, продукция Армении, она заслуживает, мне кажется, всех мировых наград.
Что касается еще одного эпизода, который бы я хотела включить в выпуск, он как раз-таки связан с винным фестивалем. А, После того, как мы гуляли от одного павильона к другому, павильонов было очень много, было перекрыто несколько улиц, я поняла, что мне бы хотелось куда-нибудь присесть и провести время за столиком. То есть поесть-то мы поели, но это все было на стейка. И мы зашли в заведение, которое, мне кажется, открылось совершенно недавно, потому что я его не видела. А, И казус был в том, что мы провели в нем чуть больше 2 часов. Мы заказали бутылку вина, устрицы и морского ежа. И мой муж уже расплатился и пошел в туалетную комнату. Мы оставили на чай, и я его просто ждала его возвращения. Ко мне подошла администратор этого заведения и сказала: девушка, вы знаете, в винные дни за столиком можно сидеть не больше 2 часов. Что меня в этой ситуации напрягло? Два момента. Первое. Если это так, то нужно было предупредить заранее. При входе в заведение, когда мы спрашивали, можно к вам сказать? Можно, но только на 2 часа, не больше. Законы у всех заведений разные. И я сейчас не буду обсуждать, нравится мне такой подход, не нравится. Дело не в этом. Дело в том, что должны заранее предупреждать, обозначить, как говорится, правила игры. Ладно. Но второй момент. Я говорю, но мы же уже расплатились. Я говорю, зачем вы мне это говорите сейчас, что сидеть за столиком можно больше 2 часов? Я сидеть за этим столиком больше не собираюсь. Мы уже расплатились, я жду своего мужа из туалета. Или как бы мне нужно сейчас срочно подорваться и как бы, освободить столик. Так что вот такие дела, и просто имейте в виду, что такое, оказывается, бывает. Ну, по крайней мере, вот в такие фестивальные праздничные дни. Вкусно? Да? С яйцом очень вкусно. Мы же пробовали с Павлом. С Ликой. Я пробовала с Ликой. Муженек сходил подстригся. Я его ждала на веранде при отеле. И сейчас он очень хочет десерт и кофе. Вот такие здесь десертики. Просто кто-то очень любит сладкое. А я, пока его ждала, заказала себе маргариту. Смотрите, как красиво. Маргарита стоит 3200 драм, что вполне хорошо для такого места. Я считаю, замечательно. Очень зелено, фонтанчики, прохладненько. Прохлада от водички идет. Поэтому вообще замечательная верандочка. Андрюша, покажи, сколько другие коктейли стоят. Вот меня, например, апероль интересует. Давай посмотрим. Апероль 4500. Ну, апероль тогда да, не будем. Я просто остановлюсь на маргарите.
ресторанчик. Интересный тут увидели. Очень интересно. Очень интересно, надеюсь, и вкусно. Сейчас вот будем пробовать. Заказали несколько блюд. Сейчас еще кебаб принесут. Но здесь в основном вина, как вы поняли. Такая карта винная большая и выкладка вина. Вот такое она симпатичная. Так что сейчас попробуем. Тебе понравилось? Что можешь сказать по пятибалльной? 5. Да, я еде ставлю 5. Правда, очень вкусно. Эти пирожки похожи на эспанадос. На аргентинские Панадос. эмпанадос. Точно. Мне пора снова в Испанию съездить. Видишь, как забывается все быстро. Надо освежить воспоминания. Тонкий намек на жирные обстоятельства, Андрюша. Но не про пирожки. Вообще все съели. Вот этот соус дополнительно еще заказали, потому что он безумно вкусный. Пюре вон тоже все почистили. Так что классно.